Приветствую всех, с вами Хулдем, и мы продолжаем погружаться в мир тумана. Сейчас мы наконец-то, получается, отправимся вместе с культистами Черного Солнца в их штаб, и они должны нам открыть наше прошлое, как они нам обещали. Помочь нам вернуть свои воспоминания, все, что у нас было, наконец-таки вернуть. И, как ни странно, наш главный герой, да и я очень сомневаюсь, что они лгут, потому что слишком много совпадений. Они знали про карты, они знают о том, что мы, скорее всего, ничего не помним, что именно за нами следует тот же самый туман. Они знают про туман, конечно, они не знают чего-то глубокого, они просто знают, что за избранным постоянно следует этот непонятный туман. Вот. Вот. И другие интересные факты. Теперь, давайте дальше уже узнаем, куда нас это путешествие приведет. Позже совсем разберусь, позже. Скептично оглядев меня, хозяин дома говорит: «Теперь ты готов, избранный. Твой путь начнется сразу за городскими воротами. Старайся не отходить от Зурда, он ведет тебя в курс дела. Остерегайся открытых пространств, там тебя могут заметить наши враги. Надеюсь, скоро мир изменится навсегда. Боги нам помогут. Все, идите. Нельзя больше медлить». Попрощаться к ребятам. Поворачиваюсь к хребту, говорю: И хоть ты знатный пройдоха, я не держу зла». Купец, улыбаясь, хохочет: «Мы еще наверняка свидимся, избранный, и я рад, что ты приблизишь рассвет черного солнца». Улица встречает гомоном и страшной духотой. Мы вливаемся в толпу, петляем между открытых лавок. Мигают разноцветные трубки на ткатных навесах. Над головами проносятся птицы совсем крохи с детскими с детский кулачок. Для моих глаз их непривычно много. В Назарете и в ледяной пустыне видел лишь редких корпанов, коршунов да воронов. Со стороны дальних палаток раздаются крики. Люди вокруг нас оглядываются и испуганно перешептываются. Поначалу мне кажется, будто ничего страшного не произошло. Поймали воришку или купца, не поделили территорию. Или купцы не поделили территорию. Но крики повторяются, становятся душераздирающими. Желудок болезненно скручивается, кровь леденеет. Посмотреть в сторону криков. Я смотрю в ту сторону, откуда слышались вопли. Долго теряться в догадках не приходилось. Долго теряться в догадках не приходится. Словно обезумев, толпа растекается в разные стороны, снося лавки. На нашу дорогу выскакивает гигант. Ростом он превосходит меня раз в 4. Из широкой пасти вырывается гулкий рев, от которого ходит волнами ткань на навесах. Его сердце бешено стучит в открытой грудной клетке. Кровь ручейками стекает с мощного тела. Вдруг, как тенистое ручище хватает какого-то купца, поднимает высоко над головой. Тот вопит, дергается, раздается противный хруст. Тело бедняги скручивается, руки и ноги выворачиваются под неестественными углами. Но монстр быстро надоедает игрушкой, он швыряет его, мертвого под ноги. Огромные ноздри гиганта расширяются со свистом, всасывая в себя воздух. «Он сошел с ума», — говорит Зурд. «Мы должны уходить. Эта тварь сейчас перебьет весь рынок. Скоро подоспеют стражники. К сожалению, мы ничем не сможем помочь. Нужно убираться. Следуй за мной и побыстрее». Нет.
Я же герой, я должен искать приключений на задницу, даже если на меня нападут стражники. Убить монстра. Но я, но я не сдвигаюсь с места. Гигант бросается на лавку с глиняной посуды, крушит и ломает там все, только черепки летят в сторону. Черепки летят в стороны. На него кидаются с короткими мечами купцы. Их клинки режут мышцы на ногах, царапают толстые кости, но серьезного вреда монстру не наносят. Хохочет. Хохоча тот О, хохочет. Хохоча тот растаптывает их голыми лапищами, разрывает тела несчастных. Нет, решаю, я уйду. Нет, решаю, я уйти не могу. Надо остановить кровопролитие. Отпихивая Зурда, направляюсь вперед. Мой помощник кричит о безумии и долгой мучительной смерти. Он не знает, что меня нельзя убить. Это придает мне уверенности и сил. Я хватаю копья со стойки оружейной лавки. Гладкое дерево приятно остужает ладони. Стальное острие багрово поблескивает в странном свете подземного города. Задаю себе мысленно вопрос, с каких это пор я превратился в героя и так смело нарываюсь на неприятности. Завидев меня, гигант кидает очередное покалеченное тело. С когтистого подбородка стекает какая-то черная вязкая жидкость. Маленькие обсидиановые шарики глаз с красными точками значков следят за каждым моим движением. Ой, блин, меня совсем разморило. На 4 рогах висят порванные... висят полоски порванной кожи. Даже не хочется представлять, кого и каким образом насадили на них. Встать в боевую стойку. Но я 2 руками хватаюсь за деревянное копье, широко расставляя ноги. Издав надсадный рев, чудовище бросается на меня. Я инстинктивно делаю сальто назад. И когтистое ручище вспарывает воздух в том месте, где только что был я. Кидаюсь в сторону, уворачиваюсь, отпрыгиваю, отскакиваю. Выжидаю нужный момент. Уродец наращивает темп, атакует столь быстро, что я едва могу защититься. Лишь чудом мне удается уходить от ударов и не зацепиться за какую-нибудь сломанную балку. Чутье ведет. В нужный момент кричит об опасности. Если хоть на миг задумаюсь, что делаю, смерть тут же достигнет. Чутье ведет. В нужный момент кричит об опасности. Отскочить. Гигант прыгает на меня. Я пытаюсь отскочить, но тут же понимаю. Вот оно, возможность все закончить быстро и безопасно. Я прыгаю под когтистые пальцы и вонзаю копье в грудь урода. Кончик острия Кончик острия вспарывает сердце с игрушечной легкостью. По деревку стекает черная кровь. Волна смрада из распахнутой зубастой пасти обдает меня. Чудовище вздрагивает и, обессилев, валится на колени. Глаза быстро затухают. Я не сразу понимаю, что все кончено. Кажется, будто этот уродец специально прикинулся мертвым. Сейчас он резко вскочит и... Нет. Навалившись всем весом на копье, он падает на землю. Купцы, успевшие спрятаться, неуверенно выглядывают из-под прилавка. До ушей докатываются стоны людей, кому не посчастливилось встретиться на пути разъяренного гиганта. Оглянуться. Я было попытался оглянуться, когда Зузер хватает меня за локоть и ведет через рынок. Ну смотрите, мы получили больше, чем потеряли. Это было глупо, очень глупо, господин, перечитывает он. Немыслимо. Вы рисковали жизнью ради этих несчастных, погрязших в своих пороках.
И ведь вам даже спасибо никто не скажет. Мало того, могут обвинить, что натравили гиганта на них. Нам надо убираться. Пожалуйста, в следующий раз не лезьте в пекло. Хозяин не простит, если я потеряю избранного, даже не войдя в город. А вы видели свою одежду? Что я скажу стражникам? Действительно, на моей тоге чернеют большие пятна крови. Продолжая бубнить себе под нос, мой помощник тащит меня по лабиринту лавок. В сторону, откуда мы пришли, бегут воины в бронзовых доспехах. Среди них я увидел двух непропорциональных больших с раскачанными торсами и руками бородачи. Так. Среди них я увидел двух непропорциональных больших с раскачанными торсами и руками бородачей, похожих на ночного стража у входа в Версавию. Видимо, местные научились изменять людей, добиваясь необходимых результатов. «Возьми это», — говорит Зурт. «Такие есть только у жителей. Их очень сложно заполучить. Зато теперь к нам будет меньше придираться». В моей ладони оказывается тяжелый черный медальон. На них изображено человекоподобное существо с куском мяса во рту. Под ним читается надпись «Любая плоть принадлежит ему». Кому? Мясному богу? Спасибо. Вскоре мы оказываемся возле тяжелых кованых ворот. Я чувствую себя маленьким и незначительным рядом с ними. Каменная стена, в которой вбит вход, единым массивным массивом соединяется с далеким потолком. Остается только дивиться мастерству строителей прошлого. К моему удивлению, стражи подходят к нам сразу. Выглядят они крайне серьезными. Тут же засыпают вопросами. Отдать инициативу Зурду. Отвечает в основном Зурд, я же лишь хмыкаю или киваю. Практически уверен, меня не пропустят. Мой помощник врет про то, что я покинул Версавию много лет назад, ища какой-то древний артефакт. Этот артефакт принадлежит храму мясного бога, но его похитили. Бла-бла-бла-бла. Но Зурд с такой искренностью это говорит, с таким напором, что я сам начинаю в это верить. Похоже, не обходится и без психологического воздействия. Глаза воинов затуманиваются, а их движения становятся неуклюжими. Даже я чувствую, как вязнут мысли в голове. Пусть покажет медальон, требует один из стражей в шлеме. Я протягиваю черный кружок металла. Тот долго рассматривает его, спрашивает, откуда у меня грязь на одежде. Зурд рассказывает про взбесившегося гиганта и как мы едва оттуда унесли ноги, как видели торговца, которого разорвало прямо на наших глазах. Кивнув, стража отдает мне медальон. Затем вскидывает руки и пальцами показывает странный жест. Ворота с грохотом приоткрываются, лишь настолько, чтобы мы могли протиснуться боком. Я и мой помощник заходят в город. Вы успешно прошли квест «Рынок». Давайте я прямо сейчас сделаю, а то у меня вообще не хватает сейчас Я, конечно, не против искать дополнительные интересные вещи, но мне это не очень надо. Мой новый помощник Зурд предлагает увидеть арену, где мы должны встретиться с важным членом культа Черного Солнца. Мы с Зурдом идем по широкому длинному туннелю. Иногда нам приходится буквально протискиваться сквозь пестро разодетую толпу. Каждый спешит на арену, толкается, не обращает внимания на окружающих. Мы то и дело оказываемся свидетелями, как кто-то кому-то наступил на полы длинной юбки,
как кто-то не поделил дорогу и начал драку. И хвала богам, что управлять этим бурлящим человеческим потоком поставили высоких мускулистых стражей, подобных ночному. Они успокаивая, раз- они успокаивая разгоряченных горожан, хватают их за шиворот, и их хорошенько встряхивают и объясняют, где те находятся. «Скоро представление», — говорит Зорд, — «поэтому люди спешат занять свои места. Мы, к сожалению, не можем прийти в другое время. Нужный нам человек будет только сейчас. После боя он растворится вместе с толпой». Спросить, как себя вести. Втискиваясь между женщиной и Вы, втискиваясь между женщиной в сиреневой рясе и толстяком, вы испачканные жиром тоги, я спрашиваю, я должен соблюдать какие-то правила, когда увижу с этим человеком? Есть запрещенные темы или правила этикета, о которых я не знаю? Вы хоть Вот хоть убить, вот хоть убей, но я не понимаю, зачем мы должны таскаться по всему городу и общаться с другими членами братства. Почему нельзя разослать посыльных? Господин, ведите себя так, как ведете обычно, говорит Зорд. Будьте сами собой. В конце концов, вы здесь главный. А что касается ваших слов про посыльных, они не лишены смысла, но есть некоторые проблемы. Пока лишь могу сообщить, я обязан показать вас некоторым членам братства. Они должны знать, что в городе появился избранный. Так они быстро, так они быстрее зашевелятся, и в назначенный срок будут все в одном месте. Я киваю, неудовлетворенный ответом. Надеюсь, позже у меня в голове сложится картинка, потому как там сейчас... потому как там сейчас хаос из непонятных слов людей, существ и мест. Пытаясь направить мысли в другое русло, смотрю по сторонам. Стены туннеля украшены сложными бронзовыми барельефами искусной работы. Видимо, сделаны они еще в те времена, когда здесь жили боги. Тут изображены и герои с необразимым оружием, и шарообразные колесницы, летающие среди звезд. Все барельефы поднимаются к потолку, высь, где выси исчезают в чернильной тьме. Тьфу, в чернильной тьме. Туда не проходят алые лучи фонарей. Стены Стены туннелей резко расступаются, и перед нами предстает арена. В, цепли- в ци- в циклопической, ог- циклопически огромном зале можно уместить не меньше 10 000 человек. От его размеров у меня холодеет в районе солнечного сплетения. Широкая круглая трибуна, как бы обхватывающая бойцовскую яму. Как бы обхватывает бойцовскую яму. На каждом ряду возвышаются большие скульптуры богов, горбатые старухи, доходяги, чье лицо уродуют бубоны и многих других. Тут и там на гранитных ступенях стоят тренож... треножники, пылает в которых ярко пылает в масле пламя. Замереть. Пораженный увиденным, я вскидываю голову и замираю. В центре потолка сияет круглый камень, испускающий темно-багровые лучи. Зурд поднимается по лестнице, держа меня за локоть. Ловко обходит группы людей, что так увлеченно обсуждают предстоящий бой. Мои ноздри трепещут от разнообразных запахов жареного мяса и тушеных яблок и винных паров. Лицо остужает приятный ветерок. И это, несмотря на несмотря на такую толпу. Насколько хватает моего взгляда, практически все скамьи заняты, но
Но о духоте не идет и речи. Вентиляционной системе. Наверное, дело в отличной вентиляционной системе. Мы останавливаемся напротив странной парочки, коротышки и высокого увольня. Мелкий выглядит столь же необычно, как Зурт, совсем не похож на человека. У него зеленая морщинистая кожа и странные черты лица. Уши размером с половину его вытянутой головы, раскинутые в разные стороны. Непропорциональный большой нос, нижняя челюсть, выдвинутая вперед, изо рта торчит пугающе кривые частоколы коричневых зубов. Напарник коротышки, обычный человек, правда с огромными ручищами и туповатым выражением лица. «Привет, ухайдер», — говорит Зурт. «Можем уединиться в тихом местечке». Стрельнув глазками цвета ржавчины, мелкий отвечает: «И тебе не хворать, черноглазый. Да, пойдем потреплемся, только времени у нас в обрез. До представления остался один колокол. Из одежды на нем лишь не набедренная повязка до колен». Поприветствовать. Оглядев зеленокожего еще раз, я говорю: «Рад встрече». Его украшения вызывают во мне страх. В ухе торчит сережка-кость, а на шее висит колье из отрубленных ушей. Мы поднимаемся по лестнице, встаем напротив большой двери под одной из трибун. Коротышка вытягивает из поясной сумки увольня связку с ключей. Говорит: «Заходите». Внутри помещения совсем мало места, мы едва-едва все влезаем, практически дышим друг другу в лицо. К тому же потолок значительно скошен под углом. На маленьком столике я замечаю миниатюрный деревянный молоток и зубило. Чем вообще занимается этот ухайдер? Ходят разные слухи, начинает коротышка. Мои шпионы нашептали, что твой друг и бывший хозяин Зурт нашел избранного. Это правда? Неужели сейчас он стоит передо мной? Я всегда представлял его похожим на наших с каким-нибудь изъяном. Например, с вывалившимся носом, или 3 рядами зубов, или с маленькой головой и огромным торсом. А он же человек, Зурт, неизмененный. Ты всегда получал сведения быстрее остальных, ухайдер, говорит мой помощник, поглядывая в мою сторону. Да, это правда. Этот господин избранный. И скоро черное солнце засияет в недрах земли. Ты понимаешь, что нас ждет впереди? Свобода. Зурт никогда не чувствовал себя счастливее, чем сейчас. Просто находиться рядом с ним уже счастье, поверь. Коротышка из-под насыпленных бровей смотрит на меня, спрашивает недоверчиво: «А если это обман? Вдруг наши враги так пытаются добраться до нас?» Вы пересчитывали количество его ушных хрящей, а костей? Нет ли у него лишних? Их 207? Возразить: полегче, не надо ничего мне пересчитывать. И все же я хочу доказательств, упорствует зеленокожий. Ты должен упасть на колени, просить его милостиво, не карать тебя и ничего-то требовать, бросает Зурт. Кощунственно так вести себя перед... Я перебиваю его. Все хорошо, он имеет право не верить. С этими словами достаю из поясного кармана карты, протягиваю ухайдеру. Стрельнув в меня глазами, тот выхватывает колоду и поднимается, скрупулезно разглядывая ее. Губы его не
непрестанно шевелится, черный кончик языка скользит из одного уголка рта в другой. Длинные тонкие пальцы с такой скоростью перебирают карты, что сразу становится понятно, коротышка опытный шулер, как бы не спер ничего. Вроде настоящие. Убедился, спрашивает Зурт. Тогда ответь на нужные вопросы господину. Погоди, Ухайдер поворачивается к увольню. Башка, протяни руку. Силач хмурится, но выполняет его просьбу. Шмыгнув носом, мелкий отдает ему колоду. И тут же воздух вокруг нас начинает злобно шипеть и искриться. Разрывая глотку от крика, уволень падает на колени. По его коже бегут паутины электрических разрядов, а тело сотрясает крупная дрожь. Блин, они не солгали насчет того, что эта колода убьет любого, кто ее тронет, если это не измененный и не избранный. Блин, а это хорошая защита. Это реально хорошая защита. Тогда это никакой другой уволень не стырит эти карты. Так, это еще одно доказательство того, что они лгать нам не собираются. Проходит несколько страшных мгновений, прежде чем карты выпадают из его широкой мозолистой ладони, и все резко прекращается, пахнет паленой кожей. Подняв колоду и вернув ее мне, Ухайдер спокойно говорит: «Спрашивайте, только быстрее, я еще хочу ставку сделать на здоровяка. Бой сегодня предстоит интересный». Зурт кладет ладонь на мое плечо. Ухайдер знает все об организации культа, он может вкратце пояснить, что мы из себя представляем. Давайте про черное солнце. Глядя на корчащегося на коленях увольня, я спрашиваю, что это за черное солнце как такое? Религиозный бред, с этим не ко мне, говорит зеленокожий. Сказочки ставим для детей и фанатиков. Сказочки оставим для детей и фанатиков. Я занимаюсь проверкой новичков. Ввожу их в курс дела, проверяю, объясняю структуру братства. Видишь ли, основа нашей организации измененные. Те, кого не по своей воле превратили в их чудовищ и уродов, назовем это так. Кого-то еще в утробе матери подвергли мутациям, как меня, например. Я кого-то в зрелом возрасте. В Версавии от никогда живущих богов пустим... В Версавии от некогда живущих богов пустим срется кровавым поносом тысячи лет. Остались особые знания и механизмы. Они позволяют менять человеческую плоть по желанию того, кто сидит за пультом. Так у нас появились гиганты и служки, подтирающие зады за вельможами. Ты еще не потерял нить моих речей? Слушать дальше. Я мотаю головой и жестом показываю, чтобы он продолжал. Объединяют всех измененных одно — ненависть, говорит Ухайдер. В городе есть целые кварталы, где живут лишь уроды. Четверорукие, горбатые, кривые и косые, с лицами точно твоя жопа. Именно в одном из таких кварталов появились первые предания о черном солнце, что горит в недрах подземелий. Измененные стали собираться в группы, пока не превратились в братство. И за годы нашего существования в ожидании прихода избранного мы точно, кожная опухоль, разрослись до небывалых размеров. Теперь члены братства есть везде, в храмах мясного бога, в богатых и нищих районах, в демонстиарии,
вы крематории, нас уже не уничтожить. Спросить про врагов. Обдумывая услышанное, я посматриваю на приходящего в себя увольня и задаю следующий вопрос. У братства есть враги? Конечно, восклицает ухайдер. За нами следит высшая знать города, но не может поймать. Избранные мы объединились. Избранные мы объединились, чтобы бороться и добиться свободы. Этот город заслуживает большего. Хватит создавать уродов, хватит бояться, что твое дитя съедят на очередных кровавых праздниках. Мы не рабы. И тот, кто ненавидит кастовость в Версавии, может вступить в братство. Любой человек или монстр. Не буду вдаваться в подробности, но у нас сложная, но гибкая иерархия. Нищий, на которого ты, избранный, наткнешься на улице, вполне может оказаться одним из влиятельнейших особ нашего братства. Как я уже сказал, последователи есть везде. К тому же нас тяжело поймать. Мы часто меняем точки сбора, устраиваем сложные проверки для новичков. Кивнуть. Положив колоду в поясной мешок, я киваю. Если слова коротышки правда, то организация действительно выглядит впечатляюще. Вот только как я с ней связан, до сих пор непонятно. Помимо того, что у меня есть колода. На данный момент братство насчитывает, говорит ухайдер, 10 215 членов. Четверть Версавии. Мы сами по себе, у нас есть свои лекари, своя армия и прочее, прочее. Что вы знаете про туман? Коротышка ухмурится. Не понимаю, о чем ты. Такс, ну что спросить у него напоследок? Я очень сомневаюсь, что он знает, кто создал колоду. А человеки с черными глазками слышали, кто он у вас? Избранный, да у нас каждый третий урод с черными глазами. Уходер нервно теребит заостренные уши на ожерелье. Ладно, у нас больше нет времени на разговоры. Сейчас начнется представление, будет очень шумно. Зурт, я передам своей группе, что мы собрались в назначенный день. Хотя ты знаешь, я не верю в эти байки про черное солнце. До того молчавший Зурт поджимает плечами и говорит: а тебе и не надо верить, просто делай свое дело. Кстати, не хотите на бой поглазеть? Могу серебряные жетончики дать. Сядете в прямом ряду, как богачи. Зуб даю, в сегодняшнем бою пару недель будет сегодняшнем бое пару недель будете вспоминать. Нельзя пропустить такое, ух, нельзя. Я, конечно, не настаиваю и вкусы избранного не знаю, но хорошенько расслабиться еще никому не мешало. Помощник ожидающе смотрит на меня. Ну, ответ мы дадим уже в следующей серии. Ну, пока что такой впечатляющая организация у них получается. Если все правда, то, ну, неплохо четверть города уже себе пробрали к рукам. У них армия есть. Если все это так, то... Ну, это хорошее повстанческое движение. И получается, теперь мы знаем главную их цель. Главную цель этого организации освобождения Версавии от кастовой системы и от унижения и создания измененных людей.
Мгм. Блин, ну даже помочь теперь не жалко им. Им не жалко помочь. У них довольно благие намерения. Ладно, узнаем уже в следующей серии, что будет дальше. Скорее всего, дальше посмотрим уже, соглашусь ли я посмотреть на бой. Но мне как-то не очень хочется, ну ладно. Ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, предлагайте новые игры для прохождения, пишите критику, в предложении, как можно улучшить видеоролики. Буду рад вас с вами поболтать. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик, так вы о новых видео узнаете. Пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И поможете видеоролику в продвижении. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.